Приветствую всех любителей вязания. Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня по многочисленным просьбам зрителей я покажу подробный мастер-класс по узору шеврон или зигзаг. Мы провяжем несколько рядов этого узора вместе и закроем край полотна. Вначале я покажу вам несколько изделий, которые есть у меня в наличии. Я вязала их этим узором. Это вот такие шарфы-палантины, два у меня есть. К сожалению, не входит в объектив. Он сложен у меня в 2 раза. По этим палантинам у меня есть отдельное видео, 3 видео в плейлисте на моем втором канале. Если кому-то интересно, пройдите, посмотрите. Эти видео больше обзорные, болтологические. Возможно, не всем это понравится, они не являются мастер-классом. Просто я делюсь процессом вязания. Ссылка на плейлист будет под этим видео в прикрепленном комментарии. Что я хочу сказать. У меня не сразу получилось без проблем связать эти палантины, особенно первый, когда я начинала. Как вы видите, полотно связано в одну нить из кид-мохера на спицах, по-моему, номер 5. И здесь более 100 петель набрано. И, в общем-то, пришлось мне распускать очень часто, потому что в начале вязания узор очень плохо видно. Постоянно нужно считать петли раппорта, чтобы не сбиться, не спутаться. И вот довязываешь до конца ряда и понимаешь, что петель для симметрии осталось не 7, а меньше или больше. Начинаешь искать ошибку. Конечно, ее найти очень сложно в таком полотне. Распускаешь ряд и вяжешь заново. Поэтому еще раз предупреждаю, что этот узор только кажется на первый взгляд простым, состоящим из лицевых петель. Он требует постоянного внимания и постоянного счета. Еще я вязала кардиган, то есть рукава у кардигана тоже плохо входят. В общем, я набирала от проймы и вязала вниз. Вязала просто полотно. Здесь у меня есть шов. И затем перешла на резинку. И вот смотрите, вот у меня заканчивается узор. Здесь я провязала несколько рядов, по-моему, лицевой глади. И перешла на резинку. Резинка связана на круговых спицах. А здесь у меня есть шов. Этот кардиган у меня связан из кид-мохера на шелке в 2 нитки на спицах номер 4. И здесь я использовала остатки пряжи. А сейчас давайте приступим к вязанию. Раппорт узора состоит из 12 петель и 1 ряда. Для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 12 плюс 13 петель для симметрии и 2 кромочные. Я набрала 27 петель. Это 2 кромочные, 6 петель для симметрии с правой стороны, 12 петель раппорта и 7 петель с левой стороны. Для начала провяжем установочный ряд лицевыми петлями. Больше этот ряд мы провязывать не будем. Он лишь для того, чтобы было удобно в следующем ряду провязывать по 2 петли вместе, так как из наборного ряда делать это гораздо сложнее. Но в принципе можно. Кромочную петлю я провязываю лицевой,
Если вы будете, допустим, вязать какое-то изделие сшивное, то тогда, конечно, лучше изнаночной провязывать. А для шарфов и палантинов лучше лицевой. Ну, красивее край получается. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее вяжем раппорт. 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Из одной петли вяжем 2 лицевых за переднюю стенку и за заднюю. Далее 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Провязали первый раппорт. Далее вы вяжете столько раппортов, сколько вам нужно. И на спице в конце остается 8 петель. Это 1 кромочная и 7 петель для симметрии. Вяжем их таким образом. 2 вместе лицевой, 4 лицевых, из одной петли вяжем 2 лицевых за переднюю и за заднюю стенки. Кромочную провязываем лицевой. Провязали первый ряд. Далее вяжем второй ряд точно так же, как первый. Кромочную снимаем. 6 лицевых для симметрии. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее вяжем раппорт. 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Из одной вяжем 2 за переднюю и за заднюю стенку. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. То есть 2 вместе провязали, 4 лицевых. Из одной 2, 5 лицевых. Вот запомните, и будет проще раппорты вязать. Но все равно надо считать постоянно, вести счет. Итак, осталось 8 петель. Вяжем петли для симметрии. 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Из одной 2. Петли для симметрии вяжутся для того, чтобы с обеих сторон у вас узор был одинаковый. То есть видите, здесь уголок, и края уходят вверх. Далее вяжем третий ряд. Вновь точно так же, как первый. Кромочную снимаем. Вяжем 6 петель для симметрии. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раппорт 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Из одной 2, 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Провязали раппорт. Вяжем петли для симметрии. 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Раз, два, три, 4.
из одной 2 и кромочная. Далее вяжем следующий, 4-й, по-моему, ряд точно так же, как первый. Кромочную снимаем, 6 лицевых, две вместе лицевой, 4 лицевых, из одной 2, 5 лицевых, вяжем петли для симметрии, 2 вместе лицевой, 4 лицевых, из одной 2, кромочную провязываем лицевой. Так, уже вот уголки у нас более явно видно, но, как вы видите, в ряду узор практически не видно. Где провязывать по 2 вместе, он не выражен. Где вязать из одной 2 петли. Поэтому, еще раз повторяю, нужно считать. Давайте провяжем еще пару рядов. Кромочную снимаем. Сейчас я уже побыстрее пойду. 6 лицевых. Две вместе, 4 лицевых, из одной 2, 5 лицевых, далее петли для симметрии, 2 вместе лицевой, 4 лицевых, из одной 2, и кромочная. Так, ну давайте еще провяжем один рядок и будем закрывать. Кромочную снимаем, 6 лицевых, две вместе, 4 лицевых, из одной 2, 5 лицевых, две вместе, 4 лицевых, из одной 2, 1 лицевая. Так, ну и давайте закроем. У меня были комментарии, как лучше закрыть край. Я там ответила, что лучше изнаночными петлями, но в принципе я попробовала и изнаночными, и лицевыми одинаково. Поэтому можно не мудрить. Итак, я закрываю таким образом. Кромочную снимаю, вторую петлю провязываю лицевой и протягиваю через первую петлю. И так далее. Провязываю лицевую, протягиваю ее. Так край получается более тонкий, чем провязывать, вот, допустим, по 2 петли вместе. Единственное, что следите за натяжением нити, чтобы край был не стянутый, но и в то же время не расхлябанный. Все в меру должно быть.
так до конца ряда идем. Последнюю петлю провязываем лицевой, вытягиваем и обрезаем нитку. Такое закрытие у нас получилось. Косичку ее все равно не избежать. И вот с этой стороны вообще идеально. Узор вписался. То есть можно вот эту сторону взять как за лицевую. Я думаю, что в этом видео я более подробно показала и рассказала все об этом узоре. Еще на несколько вопросов отвечу. По поводу кругового вязания я не пробовала и в принципе не собираюсь это делать. Не вижу в этом смысла. Я вам показала, да, рукав у кардигана. Я его просто сшила и в общем-то не заморачивалась. Далее, по поводу других изделий. Юбок, кардиганов, пальто и так далее. Я умышленно не сказала в прошлом видео, что эти изделия можно связать этим узором, так как край изделия второй тоже зубчиками. Для того, чтобы, допустим, вязать кардиган и потом выйти на плечевые швы, нужно выйти на прямую линию. Я не знаю, как это сделать. Уже после мастер-класса я попробовала, но в общем-то ничего хорошего из этого не вышло. Я считаю, что этот узор вот идеально просто подходит для палантинов, для шарфов, для пледов, потому что вязать этим узором какие-либо изделия, плечевые, допустим, не так-то просто. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите, я постараюсь ответить. Спасибо за внимание. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.